Когда я был еще подростком совсем, молодой человек, нам сказали, что приехал в Караганду, а я живу в Саране, это недалеко от Караганды, 15 километров черта города, приехал Храпов Николай Петрович. И там в частном доме он сказал свою последнюю проповедь, которую он сказал вообще вот здесь на земле. Я слышал эту проповедь. Тема проповеди была: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И там тоже все вынесли, мы вот так стояли, больше часа он говорил, пот с нас тек. Но знаете, мы вот впитывали это Слово Божие. Это действительно было Слово Божие. И он рассказал интересный пример один. Говорит, однажды один охотник, он нашел в лесу логово льва. И там был маленький львенок. Маленький львенок. И он взял этого львенка домой к себе. Поначалу люди думали, сиамский кот, похож на кота. Но этот кот рос, неестественно, да? И смотрят, да нет, это не кот, это лев, да? И он его, как ручной был этот лев. Он его купал, кормил. Он жил абсолютно один, этот охотник, в какой-то деревне. И даже спал с ним рядышком. Лев так ляжет, и знаете, просто ручной лев, никого не трогал. Однажды охотник в обеденный перерыв, он как раз побрился, и когда он брился, он случайно поранил свою щеку. И немножко крови, чтобы не замарать постель, он взял так газетку, намочил и так заклеил вот так, и лег. А лев лежал рядом. Из любви к хозяину он лизнул его. Один раз лизнул, второй раз лизнул, третий раз лизнул. Почувствовал кровь. И в нем пробудилось чувство зверя. Он растерзал охотника и убежал в лес. Вы знаете, одолжаемой веры не бывает. Никто не сможет за счет кого-нибудь войти в Царствие Божие. Вы помните притчу о 10 девах, когда жених замедлил, задремали все, и полночь раздался крик: «Жених идет!» Вообще эта притча, это призыв к личной готовности каждого. Нельзя притчу детализировать и там слишком ее объяснять. Главная мысль – призыв к личной готовности там. И вот когда жених пришел, 5 поправили свои светильники, а 5 неразумных, они говорят: дайте нам вашего масла. Но знаете, никто за счет другого не войдет в Царствие Божие. Я уже говорил, у меня мама была с нелицемерной верой, бабушка была с нелицемерной верой. Но я не могу получить спасение из-за того, что у них была нелицемерная вера. Я должен лично пережить встречу с Господом.